Невозможно не заметить огромную разницу в международной реакции между вторжением России в Украину и нападением Хамаса на Израиль. Можно было бы сказать, что это международное сообщество как-то не так себя ведет. Но вообще-то, если у нас есть очень похожие ситуации, но совершенно разная на них реакция, то у этого должно быть не только эмоциональное, но и вполне рациональное объяснение. Ведь 1,5 года назад самыми отвратительными людьми выглядели не все так однозначники. Те, кто рассуждал о том, что война — это скорее плохо, чем хорошо, но у любой проблемы есть две стороны, и Украина, видимо, тоже виновата. В тот раз такого рода персонажи существовали только внутри России. Внешний же мир консолидировался, осудил российскую агрессию и оказал поддержку Украине. В первые недели войны казалось, что просто весь интернет перекрасился в желто-синий. Мировые лидеры и звезды стеснялись выходить на публику хотя бы без значка в знак солидарности с жертвой агрессии. Но в случае нынешнего конфликта на Ближнем Востоке все совсем не так. Да, в отличие от предыдущих нападений, западный мир скорее на стороне Израиля, чем Хамаса. Но никакой однозначности в общемировой позиции не видно даже рядом. Более того, ведущие мировые СМИ на полном серьезе освещают боевые действия как конфликт, где у каждого своя правда, где руководству Хамаса и поддерживающим его исламистским СМИ вроде Аль-Джазиры примерно столько же веры, как израильской стороне. И в этом, в общем-то, есть некоторая загадка. Прежде чем начнем эту загадку решать, маленькое объявление сделаю. Сегодня состоится первый телемост россиян с европейскими депутатами, которые выступают за мир и свободу для граждан нашей страны. В 10:30 по московскому времени главред «Новой газеты Европа» задаст депутатам Европарламента вопросы от всех желающих принять участие. Свой вопрос вы можете написать прямо в чате трансляции или прислать заранее на почту. Спикерами телемоста будут Сергей Лагодинский и Андреас Кубилиус. Вся информация по ссылке в описании, а мы начинаем. В первую очередь стоит понимать, что сам Хамас и его спонсоры, союзники и симпатизанты на Ближнем Востоке, все эти фундаменталистские мусульманские режимы являются антагонистами западного мира по самой своей режимной природе. Они открыто отрицают базовые ценности западного общества – свободу слова, свободу личности, совести, вероисповедания, личную и половую неприкосновенность, гражданские права на уровне концепции, демократический порядок формирования власти. Отрицают все. И намного сильнее, чем в России это делается. Что в Катаре, собственнике Аль-Джазиры, что в главном союзнике Хамаса, Иране, законодательно закреплено неравенство полов, открыто практикуются принудительные браки, семейная жизнь регулируется нормами шариата, а однополые связи преследуются в уголовном порядке. Все итоги долгого и сложного пути, пройденного западным обществом в части гражданских прав и свобод, в этих местах официально являются преступлением. Непосредственно же сектор Газа – это и вовсе территория задорного средневековья. Ее можно сравнить с Европой на рубеже 1 и 2 тысячелетий, когда сколь угодно ужасных, но все-таки государств не существовало вовсе. Когда не действовало сколь угодно жестокое, но писанное право. Хамас, как европейская элита 10 веков назад, творит с населением все, что хочет. Изнасилования, бессудные казни, пытки, членовредительство, ликвидация любых несогласных вместе с их семьями путем сброса с крыши или другими способами. Там это все в порядке вещей. Идеи и ценности Хамаса и его союзников, по идее, должны приводить в абсолютный ужас не только западные общества и правительства, но в первую очередь публичных спикеров левого толка. Казалось бы, вот те, кто готов убить гея просто за то, что он гей, или принудительно выдать 12-летнюю девочку замуж, или запытать до смерти женщину за неверное ношение хиджаба. Они не должны же вызывать никакой симпатии у тех, кто жизнь свою кладет на борьбу за справедливую оплату труда для мужчин и женщин. У тех, кто борется против дискриминации в любой форме, для кого гуманистические ценности не пустой звук. Но мы видим, что происходит нечто прямо противоположное. Мы видим, что Грета Тунберг, которая без военизированной охраны прожила бы в Газе минут 15, открыто поддерживает Хамас и осуждает Израиль. Мы видим, что лидеры общественного мнения, самые уважаемые СМИ, в лучшем случае подчеркнуто сдержаны в оценках действий откровенных террористов. Вспомните, как выглядело 24 февраля 2022 года. Такого сплочения мы, кажется, не видели никогда. Если мировая знаменитость не поставила в те дни синий-желтый флаг, то это какая-то неправильная знаменитость. Путинская агрессия была названа агрессией, ее неправедный и варварский характер был всем очевиден.
Заметных западных селебрити, которые заняли позицию не все так однозначно, можно вспомнить поименно. И все они, как тот же Роджер Уотерс из Пинк Флойда, давно и стабильно слывут фриками. Каждый, кто в те дни писал слова поддержки Украине, кто организовывал сбор помощи, понимал, что занимается социально одобряемым делом. Вторжение же головорезов Хамаса на территорию Израиля было совершенно чудовищным. Кадры со зверскими расправами, с захватом в заложники женщин, детей и стариков не оставляют пространства для двойного толкования. Нет, кажется, второго мнения, что надо сделать с теми, кто это вытворял. Но реакция, как мы видим, совсем иная. Любой публичный спикер, любое СМИ, которое открыто встает на сторону Израиля, не без причин опасается вызвать гнев зрителей и читателей. А еще тот, кто поддерживает Израиль, может поиметь проблемы с рекламодателем и даже стать изгоем в своем профессиональном цеху. Российские медиаресурсы, в первую очередь Russia Today, если и возникают в топовой западной прессе, то только в одном контексте. Посмотрите, граждане, какую херню несут эти звездоболы. Причем такое положение вещей было задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Репутация российских пропагандистов складывалась последовательно в течение всех нулевых и десятых, особенно активно с 2014 года. В то же время телекомпания Аль-Джазира абсолютно легитимный источник. У сотрудников BBC ничего не ёкает, когда они пишут заметки и снимают сюжеты, опираясь и ссылаясь на СМИ, ключевая функция которого совершенно очевидно не информирование, а пропаганда. Нью-Йорк Таймс опубликовала большое заявление по поводу освещения взрыва у больницы в Газе. Редакция признает, что напрасно цитировала в новости Министерство здравоохранения Палестины, которое сообщало о сотнях погибших, которых не было, и обещает впредь аккуратнее проверять факты. Честь и хвала журналистам, что признали свою ошибку. Но давайте просто послушаем, как это звучит. Нью-Йорк Таймс – очень авторитетное издание, каждое слово которого очень дорого стоит. И это издание считает, что Минздрав Палестины, находящегося в секторе Газа под полным контролем Хамаса, так вот, они считают его вполне легитимным институтом. Никому из серьезных медиа никогда бы в голову не пришло сделать новость из заявления Министерства здравоохранения или обороны ДНР, например, о том, что, во-первых, никакого Боинга не было, во-вторых, его никто не сбивал, в-третьих, сбили его украинцы. Никто бы не стал описывать события в Буче с точки зрения канала «Россия-1», а потом опровергать это. Типа, вот, мол, мы зря их цитировали. Но нет, здесь просто нечего опровергать. Как после вскрытия допингового скандала на Олимпиаде 2014 года не было в мировых СМИ никакой дискуссии по типу «независимые эксперты говорят, что в России построена индустрия допинга», но компетентные специалисты из Russia Today утверждают, что российским спортсменам подбросили чужую мочу. Где правда мы не знаем, выводы делайте сами. Обе страны обвиняют друг друга. Нет, к российской пропаганде уже давно относятся именно как к пропаганде. Можно ее процитировать, но по умолчанию это вранье, пока не доказано обратное. Совсем другое отношение к пропаганде исламистской. Дескать, Минздрав Палестины – это прям настоящий орган государственного управления. Есть Министерство здравоохранения Германии, а есть Палестины. Они тождественны. Почему же настолько разное восприятие? Сейчас об этом поговорим. Сначала небольшое некоммерческое объявление. Послушайте, пожалуйста, особенно если вы как-то связаны с Израилем и хотите ему помочь. Третью неделю по Израилю продолжаются ракетные удары из сектора Газа. Страна маленькая, в ней бомба может достать каждый дом. Поэтому равнодушным не остался никто. Частные лица, крупные и не очень организации, муниципалитеты – все они оказывают помощь пострадавшим семьям и поддерживают армию. Как и команда израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц. В течение первых дней войны сотрудники коллегии сформировали эффективные каналы для приема денег, в том числе в рублях в России, и в криптовалюте, и на PayPal. Часть средств передается проектам, которые занимаются поддержкой пострадавших израильских семей, не только еврейских, но и арабских тоже. Коллегия отправляет ваши пожертвования на конкретные проекты людям, которым полностью доверяет и которые уже наладили процессы таким образом, чтобы помогать нуждающимся без лишних затрат. Часть средств будет потрачена на тактическую обувь и горячую еду для солдат. Если вы в России, вы также можете пожертвовать деньги. Вы можете следить, на что их тратят на странице адвокатской коллегии Эли Гервиц в Фейсбуке. Если хотите помочь, жертвуйте средства и распространяйте информацию о сборе пожертвований. Я лично знаком с Эли и могу сказать, что ваши пожертвования точно под контролем.
Подробнее о сборе средств вы можете прочитать по ссылке в описании. Также ссылка на Facebook коллеги Эли Герфтс. Ну, а мы вернемся к обсуждению двух пропаганд, российской и исламистской. Так почему же настолько разное восприятие? Ведь генезис российской и исламистской пропаганды совершенно одинаковый. Агрессивные авторитарные режимы тратят тонны нефтедолларов, чтобы запудрить мозги внешнему миру. И пропагандистские приемы тоже схожие. Российская официальная доктрина для внешнего потребления точно такая же, как исламистская. В ней агрессор, в нашем случае Россия, а там исламисты, выставляются просто как лицо, обманутое хулиганом. Несчастная жертва, которую все обижают, каждый норовит надуть, а она лишь в меру сил отбивается. Ну, это, казалось бы, и те, и другие. Те и другие упиваются жалостью к себе. Но почему-то выходит так, что когда Лавров выступает в ООН, половина зала встает и уходит. А когда чиновники Хамаса рассказывают о страшных преступлениях израильской военщины, те же самые политики наперебой соболезнуют Палестине и осуждают Израиль. Что такое пропутинский митинг в Европе? Это в лучшем случае несколько сотен грустных постперестроечных иммигрантов, которые за 30 лет так и не интегрировались на новом месте. Весь их досуг круглосуточно смотреть российские телеканалы. А что такое пропалестинские митинги в Европе? Это когда полиция по всей Европе натурально потеет. Это массовые беспорядки по всему континенту, когда на улицы выходят тысячи, а не сотни. И не 50-летних грустных мужиков, а молодые энергичные люди. И люди эти жгут и громят все, что попадается на глаза. Как бы ни была нам омерзительная исламистская пропаганда, надо признать, что работают в ней специалисты и работают эффективно. Мы реально видим, на что идут те миллиарды долларов, которые в нее вкладываются. Организаторы этой пропаганды действительно думают головой. С кем они разговаривают, каким языком. Как надо врать, в какой степени и в каких случаях, а когда лучше сработает правда. Помните, например, идиотский эпизод в 2021 году, когда Лукашенко захватил самолет Ryanair, сославшись на угрозу теракта от Хамаса? А Хамас устами своего пресс-секретаря выступил с гневным опровержением и осуждением воздушного пиратства. Причем в таких выражениях, будто он не спикер террористической организации, а председатель фонда защиты бездомных осликов. В самой ситуации нет ничего смешного. Захват транзитного самолета в центре Европы – это техчайшее преступление с точки зрения западных правительств и общественного мнения. И пусть Лукашенко по природе своей власти и повадкам в 1000 раз ближе к Хамасу, чем любое европейское правительство, но в такой ситуации Хамас решительно от него отмежевывается. Исламистам важно было сказать, что они сила, которая борется за свободу Палестины, и не имеют ничего общего с диктатором, который съехал с катушек и промышляет разбоем. Исламистская пропаганда прекрасно понимает, что гарвардский профессор – это не полуграмотный крестьянин, что если вы будете явно держать его за идиота, нести очевидную пургу, то он быстро перестанет быть вашим зрителем. Исламистская пропаганда понимает, что существует разница между общением с внутренней аудиторией, у которой нет выбора, а несогласных можно запытать в подвале, и общением с аудиторией внешней, у которой выбор есть. Это, очевидно, разные задачи, они вообще не должны пересекаться. Для своих граждан можно делать детские передачи о том, как лучше расчленить еврея, при случае показывать выкройки на пояс шахида. Но для внешнего мира вы должны выглядеть как люди, которые хотят мирно жить на своей земле, без посторонних нападок со стороны ужасного Израиля, за спиной которого стоят американские капиталисты. И тогда, пожалуйста, Грета Тунберг к вашим услугам. Российские же публичные спикеры, не приходя в сознание от похмельного угара, рассуждают о том, что все население Украины заражено бациллой нацизма. Говорят о том, что украинские города надо либо захватить, либо стереть с лица земли. Топовый сотрудник Russia Today Красовский призывает топить украинских детей. Владимир Путин с бокалом шампанского и довольной ухмылочкой признает целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре и объектам с целью заморозить мирное население соседней страны. С почти эротическими придыханиями вся российская пропаганда ждет новой зимы в Европе. Вот замерзнет волчий хвост, и тогда приползут все эти европейцы на коленях. Агрессивное деграданство российских публичных СМИ, особенно тех, чье вещание направлено на Запад, это в первую очередь лютый непрофессионализм. Но не придет в голову главе Аль-Джазиры с нескрываемым наслаждением рассуждать о применении ядерного оружия. Не придет в голову эмиру Катара выступать на фоне мультиков с летящими на Майами ракетами.
Неважно, хочешь ты убить всех неверных или нет, но если у тебя стоит задача привлечь на свою историю симпатии внешнего мира, а не покрасоваться перед начальником как самый буйный среди недоразвитых, ты не будешь своей целевой аудитории грозить смертью. Если мы на минуту выйдем из морока всесилия российской пропаганды, то внезапно обнаружим, насколько же она убога. Это в России она абсолютный монополист и единственное окно в мир для десятков миллионов российских граждан. Но на всех остальных пропаганда повлиять не способна. Ни один из нарративов, которые пытались продвигать российские СМИ, начиная от нацистской природы украинской власти и заканчивая зловредностью блока НАТО, ни один из них нигде не прижился всерьез и никем не обсуждается. Ничего похожего на мировой фестиваль неоднозначности, который сложился вокруг нападения Хамаса на Израиль. В случае нападения России на Украину все было воспринято мировым сообществом на удивление однозначно. Мы видим людей, которые через 20 лет и миллиарды долларов не смогли состряпать ничего похожего на цельную идеологическую картину, которые всякий раз лепят первое, что им в голову стукнет. Мы видим людей, которые, в отличие от своих исламистских коллег, сами не верят ни единому своему слову. Они не жаждут никакого царства Аллаха на земле. Они жаждут украсть достаточно, чтобы построить себе царский дворец в Подмосковье, купить виллу в стране НАТО, пока есть доступ к составлению смет. Нарратив исламистов формируют настоящие исламисты. Настоящие фанатики, которые действительно верят в Бога, читали Коран от корки до корки и подчиняют свою жизнь религиозным нормам. Нарратив же российской пропаганды формирует циничное до корней волос жулье, для которого запудривание публики мозгов – это не цель, а просто способ подольше оставаться у кормушки. И мы видим, как два разных целеполагания приводят к двум разным результатам. Какой из этого можно сделать вывод, кроме как порадоваться за то, что ни черта не вышло из российской пропаганды? Вывод такой. Как бы сильно российский режим не корчил из себя бодрый тоталитаризм, но в основе своей он как был, так и остается вороватой информационной автократией. Пропаганда по-прежнему его фундамент. Но фундамент этот стоит лишь до тех пор, пока с ним никто всерьез не пытается конкурировать. Да, совершенно циклопические масштабы государственной машины по производству брехни впечатляют. Нам может казаться, что против лома нет приема, но это не так, это никакой не лом. В отличие от государственной пропаганды, у нас-то с вами есть ценности. У нас есть внятная картина мира и понятный образ будущего для нашей страны. Наши герои и злодеи, наше представление о хорошем и плохом не меняются трижды в день. Единственное, в чем мы сейчас проигрываем государственной машине, это в охватах. Но ситуация и близко не такая катастрофическая, каковой была у поколения оппозиции до нас. В наших руках не сам издат, который читает десяток тысяч московских интеллигентов, не газета «Колокол», контрабандой, ввозимая из-за границы. В руках оппозиционных сил ресурсы с миллионными охватами. Мы в некотором роде находимся в ситуации, где невозможно проиграть. Наша аудитория никогда не пойдет смотреть Соловьева и читать Симоньян. Для них эта аудитория потеряна. Что у трезвого на уме, то у генерал-депутата Гурулева на языке. С теми 20% людей, кто резко не поддерживает войну и Путина, они уже ничего не смогут сделать. Не могут перетащить их на свою сторону, только ликвидировать, что нереально. Наш противник крайне ресурсен, но до предела бестолков. Если мы это осознаем, то сможем побороться. Мы можем побороться за тех, кто замолк и закрыл глаза на происходящее. Нет варианта, что мы проиграем свою аудиторию, но есть некоторый шанс, что выиграем тех, кто колеблется. Нас ждет самый турбулентный для режима момент в марте 2024 года. На этой процедуре режим, основанный на пропаганде, попытается выбить себе еще 6 лет. Но мы вполне в состоянии эту пропаганду атаковать. Мы можем разговаривать с людьми и убеждать их. Не факт, что из этого что-то выйдет, ведь мы не самоштабные сейчас им конкуренты. Но люди нас смотрят по своей воле, а не потому, что мы насильно приходим к ним домой через телевизор. У Соловьева и Симоньян аудитория телевизора. Там будут смотреть любого. У нас же аудитория наша. Продолбать этот ресурс и не попытаться им воспользоваться – это просто преступление против будущего. И не надо думать, что точно ничего не получится. Да, кажется, что там ресурсов намного больше, но посмотрите, какие они бестолковые и насколько они ничего не могут. Так что попытаемся и посмотрим, что получится. До завтра.
Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.